Продолжаем нашу работу. Сегодня поговорим о окнах и дверях. Что это такое и как с ними работать. Ну, давайте начнем с окон. На вкладке «Архитектура» имеется раздел «Строительство». И здесь имеется пиктограммка команда «Окно». Если мы нажимаем сюда на окно, то появляется одно из окон, которое уже загружено в шаблоне. Мы можем открыть вот здесь списочек и посмотреть. И видите, у нас по умолчанию здесь в шаблоне загружены несколько типа размеров одного и того же окна. Они различаются только размером. Чтобы его вставить, то необходимо сделать что? Выбрать необходимый тип размера и далее щелкнуть в том месте, куда мы хотим поставить. Смотрите, я могу, и вот если приблизительно подведу сюда курсор к серединке, то окно у меня устанавливается ровно точно. Да, видите, справа-слева расстояние одинаковое, щелкаю. И это расстояние, вот оно, показывается временным размером. Единственное, что мне необходимо сделать, это посмотреть, да, правильно оно стоит или неправильно. При необходимости окно можно выделить и, видите, ее повернуть, но это неправильно, и наоборот, наружу правильно. Кроме того, когда мы выбираем элемент, в данном случае окно, появляются синенькие временные размеры. И вот этими размерами мы можем, выбирая его, изменяя, вот я меняю на 1000, что делать? Изменять положение окна. Мораль, то есть мы это окно можем установить точно, как нам необходимо по отношению к осям и стенам. Дальше, само окно, что имеет из себя, какие имеет возможности. Окно это есть семейство, которое у нас уже подгружено в шаблон. Ну а кроме того, в самой программе есть библиотека, где еще несколько разных видов окон имеется. И для самого вот этого одного окна давайте сначала посмотрим, что можно сделать. Нажимаю «Изменить тип». Изменить тип, и вот посмотрите. Здесь указано, что материал каркаса, окно, переплета материала, потом высота его, высота подоконника по умолчанию, ширина, вставка окна, как оно ставится. Вот все эти элементы, все они выбираются и все они меняются. Но имейте в виду, что если я здесь поменяю, то поменяются все окна такого типа. Чтобы этого не произошло, то надо что сделать? Создать копию этого элемента. То вот я хочу, например, создать, точно так же, как мы про стены говорили, создать новую копию. И вот видите, написано 0,406 на 1220. Я ее назову по-другому. Я ее назову 1000 на 220. Вот такая. То есть я имею в виду, что ее будет размер не 406, а 1000. Нажимаю ОК. Все. И вот это окно стало 1000. Видите, оно стало у меня 1000. Но теперь, если я поставлю и тут посмотрю 406, его поставлю, оно, как и было 406, так оно такой же ширины и осталось. То есть все вот эти параметры, которые здесь есть, мы можем менять, только не забывая копировать, для того, чтобы получить индивидуальный тип окна. Дальше давайте посмотрим, а если нас не устраивает вот это, что тогда делать? Вот мы выбрали окно, выбираем окно, и оно у нас не устраивает. Тогда мы можем загрузить другое семейство. Загружаем, открываем библиотеку свою. И, кстати, обратите внимание, по умолчанию вот здесь две папочки есть. Третью папочку я добавил сам. И сюда, вот в третью папочку, я сделал еще папочки разные. И сюда вставляю, например, то же самое есть у меня разные элементы, которыми я пользуюсь. Ну, например, окна. Вот видите, такие окна, которых у нас в библиотеке стандартной нет.
Эта папочка лежит у меня там, где находится программа, в папочке Library. И тогда она у меня никуда не теряется. Если просто, например, загрузить себе на рабочий стол, сделать папочку, потом загрузить, скажем, из этой своей папочки окно, в следующий раз при загрузке программа не будет находить библиотеку. Она будет показывать ту папку, откуда мы последний раз загружали. И придется искать там Autodesk, DSC, Autodesk, Program Data, папку Library. Она еще скрыта невидимо для того, чтобы показать опять дорогу. Но чтобы этого не было, то целесообразно сделать вот так, как сделал я. И тогда она у меня все время ищет. Видите, папочка пользовательские наряду с этим лежит. Если я установлю, например, новую версию программы, то ничто мне не мешает вот эту папочку потом перенести туда, в папку библиотека новой версии программы. Все будет на месте. Ну, давайте мы воспользуемся тем, что у нас есть. Открываем папочку, ищем окна. И вот, видите, разные здесь есть. Ну вот, например, окно. И видим мы превью здесь, вот такое окно. Давайте его возьмем, открыть. И обратите внимание, вот оно появилось здесь. Теперь его точно так же ставим. И принцип точно такой же. Единственное, надо посмотреть, чтобы оно стояло у нас правильно. Вот так. Вот поставили. Вот видите, стоят уже другие окна. Не нравится там или необходимо какое-то другое, никто не мешает поставить там, ну, вот другое. Например, ну что мы тут такое возьмем? Ну вот такие возьмем. Видите, по стандарту сделанные, да? Стандартно это поворачивающееся, вот, ну скажем, вот такое, да, это дверь, да, вот окно, вот такое, открыть, я могу выбрать типа размер его, окей, и вот оно появилось, и тут же я щелкаю дальше, да, на это окошко, и точно так же его ставлю. Давайте посмотрим, что получилось. Вот оно и стоит, да. Видите, другой тип окна стоит. Вот и все, собственно, с окнами, что можно сделать. С дверьми картина такая же. Где все работает абсолютно аналогично. Смотрите, по умолчанию здесь есть однопольные щитовые двери в программе. Вот я его выбираю и ставлю эту дверь, например, сюда. Точно так же, если мы дверь выберем, можно, видите, направление открывания и в какую сторону поменять. Видите, разными вариантами, да, можно поставить. Если меня такая дверь, допустим, не устраивает, я могу выбрать дверь, загрузить семейство. Опять же, найти в библиотеке двери. Вот они. Ну, выбрать ту, которая мне подходит. Допустим, такая там не подходит. Возьмем в другой папочке, посмотрим. Вот такая может быть. Да, там, ну, разные варианты есть дверей. Ну, возьмем такую. Открыть. Возьмем типа размер. Открыть. И вот она появилась. А теперь что? Щелкаем здесь, где она должна быть. Точно так же щелкаем и смотрим. 2200. Нам надо посерединке. Ставим 2200. Вот она и стоит там, где нам необходимо. Да? Видите, вот там стоит. Любую другую можем загрузить, семейство. Ну, какую-то там не такую, а возьмем что-то такое другое. Вот стандарт. Вот такая. Открыть. Типа размер.
И вот она появилась. Все, она теперь в программе. И поставим эту дверь. Она, видите, сразу стоит, да? И она стоит, и поставили туда, куда нам необходимо. Все с дверями. Мы поставили их на первом этаже. А вот теперь смотрите сразу. А если нам на втором этаже нужно поставить, в принципе, такие же, да? Двери и окна. Что мы можем сделать? Можем выделить все, включить фильтр и отметить галочкой то, что мы хотим скопировать. Мы хотим скопировать двери и окна. Применить, окей. Дальше обязательно нажать кнопочку «Копировать в буфер». Потом вставить из буфера с выравниванием по выбранным уровням. И по уровню 2 мы хотим поставить. И нажимаем ОК. И любуйтесь результатом. Все, видите, точно так стоит. И внутренние двери тоже. Вот, например, я это скрою элемент. Так. Ну, наверное, еще что-нибудь скрыть, чтобы было видно. Вот видите, я не могу, допустим, выбрать меню, у них от выбралось, да? Не всегда оно выбирается, то можно скрыть стену, а потом уже это. И вот смотрите, на втором этаже все двери у меня стоят, да? Точно так же, как и на первом. Ну, если, допустим, вот эта дверь у меня одна лишняя, то я ее могу удалить, да? Чтобы она мне не мешала. Вот такой результат получается. И окна, и двери можно сделать самостоятельно. То есть мы можем сделать семейство. Ну, об это довольно уже такой более трудный этап. Мы будем потом попозже учиться, как семейство создавать. Ну, а пока, я думаю, достаточно вполне тех элементов, которые есть у нас в библиотеке. Все по дверям и окнам на сегодня.